И снова здравствуй, мой дорогой зритель. Сегодня мы обсудим новенькое обновление в CS2, которое весит 79 мегабайт и приносит в игру интересный вид блокировки. Также поговорим про волну банов, которая задела фермеров, ну и чуточку скрытых файлов. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали. Представляю вашему вниманию GiftDrop, где можно отлично провести время, открывая различные кейсы, от обычных до самых уникальных, чтобы испытать удачу и получить классные скины. На сайте сейчас проходят события, связанные с Пасхой, где вы дополнительно можете выиграть еще скинов. Ну а для того, чтобы участвовать, нужно зарабатывать особую валюту, открывая при этом тематические кейсы. Помимо этого, на GiftDrop можно один раз за 72 часа крутануть барабан бонусов, где можно получить либо плюс к депозиту или бесплатные прокруты. А еще на сайте также есть и бесплатные кейсы, которые вы можете открыть, если в течение 24 часов пополните свой кошелек на определенную сумму. А если же ты при пополнении еще и используешь мой промокод, то получишь 40% к депозиту. Так что не теряй времени и переходи по безлимитной ссылке в описании, которая также подарит тебе $2 на баланс. Как вы уже поняли, сегодня ночью вышло скромное обновление, которое по большей части состоит из фиксов. Исправлена ошибка, из-за которой клавиша переключения консоли переставала работать после фазы пика и бана карт в премьере. Также теперь при открытом мини-профиле в таблице матча игра продолжает принимать ввод с клавиатуры. Ну а ввод с помощью джойстика теперь по умолчанию игнорируется, так как ввод с помощью джойстика официально не поддерживается в CS2. Но вы всегда можете восстановить прежнее поведение с помощью параметра запуска Joy. Исправлены также имена игроков и ботов на экране выбора команды во время захвата бота. Исправили ошибку, из-за которой некоторые скины на оружие отображались как черные. Также исправили ошибку, из-за которой игровой клиент не мог подключиться к сети Counter-Strike, если он запускался при отсутствии подключения к серверам Steam. Ну и, конечно же, исправили проблему тряски рук от первого лица на операционных системах Linux. Ну а теперь, дамы и господа, самое интересное. В CS2 был добавлен новый вид блокировки, который ранее конкретно в самой игре не присутствовал. Называется он незамысловато, просто лог. И дается он при нарушении правил Steam на вашем аккаунте. И разумеется, данная блокировка не дает вам возможность заходить на защищенные сервера. Однако есть нюанс. Это единственная блокировка в игре, в описании которой гласит следующее. Ваша учетная запись будет заблокирована и вам будет запрещено играть на защищенных серверах в ответ на нарушение подписанного соглашения Steam. Или до тех пор, пока владелец учетной записи не обратится в службу поддержки Steam. То есть в теории его можно снять. Забавное в этом все, что произошло удивительное совпадение. Ведь данный вид блокировки добавили на фоне огромнейшей волны банов ферм. И давайте все же немного поподробней. В ночь с 28 мая на 29 в Steam в очередной раз проводились техническое обслуживание серверов, включая дата серверов. Это и является отправной точкой банов ферм, так как именно после нее фермерские аккаунты вдруг резко заимели красный фактор доверия, что говорит обычно о будущей блокировке. Соответственно, так и произошло. Под снос пошло более 80% аккаунтов из всего фермерского сообщества. И задело такое ощущение, что почти всех. Но собирать данные о фермах, по всей видимости, стали плотно после обновления от 23 числа, в котором был замечен сбор данных о вашем ПК. И вы знаете, борьба разработчиков с фермами ведется уже достаточно давно. Только вот это борьбой особо нельзя было назвать. Ведь сами разработчики давно знают о фермах и при всем своем желании давно могли бы избавиться от них. Но вместо этого шлепали их по попе, внедряя очередной фикс, который легко можно было обойти. Таким вот незамысловатым образом отлетали на совсем те фермеры, которые пришли относительно недавно и в открытую фармили, параллельно записывая свои идиотские гайды. Ну, вы поняли, пока особо присутствие фермеров в игре незаметно для простых игроков, то и трогать их у разработчиков в планах особо нет. То есть, любой медийный пук перед носом у разработчиков, тем более на платформе, которую они активно ведут,
ведут, привело бы к колоссальным последствиям, что, собственно говоря, и произошло. Ну и напоследок, я, конечно, уже выкладывал в телеграм-канале, но продублирую и тут. В прошлых обновлениях, как я уже вам рассказывал, добавили новые анимации для будущих баннеров MVP. И я решил собрать их в полноценные сцены и, разумеется, показать вам. Напоминаю, что на баннерах модельки по плану разработчиков будут полностью белыми на темном фоне. По крайней мере, так они на данный момент тестируют их в игре. Но, как это обычно бывает, все может в будущем поменяться и обрести немного иной вид. Точно так же, как это было с внешним видом званий в новом премьер-режиме. Что ж, а на этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока и удачи!